Не успели мы с вами выдохнуть после последних новостей, связанных с запуском биткоин ETF от самых крупных инвестиционных компаний мира, как появилась информация, что SEC считает эти заявки неполными, неадекватными, и они вообще будут их просто отклонять, из-за чего мы никогда не увидим первый спотовый биткоин ETF на рынке США. Крипта отреагировала на это событие не самым лучшим образом, и в результате резкого всплеска волатильности на рынке было ликвидировано больше $200 миллионов буквально за пару минут. И многие продолжают нервничать из-за того, что все заявки на ETF не одобрят и рынок еще больше полетит вниз. Но заранее хочу вам сказать, что не переживайте, все не настолько критично, как вы можете подумать. Ведь сегодня мы с вами разберем, что требует SEC от этих компаний и какие шансы, что хоть одну заявку одобрят в этом году. Также в сегодняшнем видео мы поговорим о нескольких монетах, которые показали хорошие проценты прибыли за последние 2 недели. Это, конечно же, касается Bitcoin Cash с 200% ростом за пару недель, Litecoin, который мы неоднократно рекомендовали к покупке еще в начале года, а он уже вырос на 50%, Solana, которая привлекает внимание инвесторов новыми высокими процентами по стейкингу, а также поговорим о других монетах. Дополнительно сегодня разберем важные последние новости и прогнозы Джерома Пауэлла насчет ставок ФРС, поэтому обязательно смотрите видео до конца, а перед просмотром, если вы желаете увидеть отдельный обзор на монеты, которые выросли за последнее время, а это Bitcoin Cash, Solana и Litecoin, ставьте видео лайк и пишите в комментариях «Хочу обзор». И как только мы наберем 800 лайков, мы выпустим это крутое видео. Заранее каждому спасибо за поддержку и давайте начинать. Всем привет, друзья, меня зовут Влад, и вы на канале Coin22. Начался новый месяц, а это значит, что нас ждут очень много новых экономических отчетов, таких как ИПЦ, уровень безработицы, процентные ставки, ценовой индекс и еще много других, которые оказывают сильное влияние на рынок. А чтобы вы знали, какие важные даты стоит отметить у себя в календаре, переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании, где мы оставили для вас вот этот замечательный список главных экономических событий на июль. А также только у нас в телеграм вы можете найти много эксклюзивной информации и самые актуальные новости рынка. Кстати, о новостях. Не так давно в наших последних видео мы говорили, что инвестиционная компания Fidelity Investment, которая управляет активами на сумму $4,5 триллионов, планирует подавать заявку на спотовый биткоин ETF. Так вот, буквально вчера появилась информация, что Fidelity Investment действительно отправила заявку в SEC, чтобы запустить свой ETF. Представитель Fidelity Investment заявил, что значительная часть клиентов компании интересуется и владеет криптовалютой, а это значит, что на подобный ETF есть очень большой спрос. А учитывая то, что у Fidelity больше 42 миллионов инвесторов, которые инвестируют большие деньги, это очень положительная новость для биткоина, из-за чего он, собственно говоря, и поднимался выше 31 тысячи под конец месяца. Но на графике сложно не заметить вот эту огромную красную свечу, и можно подумать, что это киты начали активно продавать биткоин. Но нет, это падение произошло после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что SEC назвала заявки от мировых гигантов на запуск ETF неадекватными. Если отталкиваться от информации, которую предоставили Wall Street Journal, SEC сообщила биржам NASDAQ и CBO и Global Markets, которые в этом месяце подавали заявки на биткоин ETF от имени различных компаний, включая BlackRock и Fidelity, о том, что заявки недостаточно четкие. SEC считает, что главная проблема заключается в том, что в заявках не было достаточно подробностей в отношении соглашений о совместном наблюдении, а также не было информации, какая конкретно спотовая криптобиржа будет использоваться для работы этих биткоин ETF. Когда появилась эта новость, биткоин за секунду улетел на 5%, и многие подумали, что это конец и никаких ETF не будет. Но прежде чем идти продавать биткоин, давайте разберем, что это вообще было и насколько это серьезно. Для начала стоит отметить, что ни один федеральный регулятор США не имеет надзора за спотовым рынком крипты. Вот поэтому получить одобрение от SEC очень сложно. И SEC заявила в предыдущих приказах об отклонении ETF, что спонсору Bitcoin Trust придется заключать соглашение о слежке и совместном регулируемом рынке. Но в заявке BlackRock есть соглашение о совместном надзоре, в соответствии с которым информация о рыночной торговле и клиринговой деятельностью передается между организациями, чтобы избежать возможности манипулирования рынком. А также непонятно, почему SEC говорит, что у компании нет биржи-партнера, ведь у BlackRock черным по белому написано, что для этого они будут использовать Coinbase. После того, как BlackRock внес соглашение о совместном надзоре, компания
компаниям ARK Invest и 21 Shares пришлось вносить поправки в свои заявки уже в 3-й раз, а также редактировать заявки пришлось Invesco, Wisdom 3, Valkyrie и Fidelity. Поскольку это были неофициальные заявления от SEC, Генслер и другие представители комиссии не стали комментировать этот вопрос. Сказать, что после этого ни одного одобрения биткоин ETF не будет, я не могу, потому что, во-первых, эта информация неофициальная, во-вторых, компании могут подавать повторные заявки в любое время, а также любые требования SEC компании стараются выполнять. И первое официальное решение мы получим уже очень скоро, ведь 13 августа SEC объявит решение по ETF от 21 Shares, ARK и CBOE, а учитывая, что они работают над этими заявками начиная с апреля и редактировали по всем требованиям SEC, их могут одобрить. Да, возможно, не с первого раза, но у компании еще будет время. Тем не менее, пусть это и неофициальная информация от SEC, реакция биткоина и рынка была нерадужной, потому что биткоин очень резко упал ниже 30 тысяч на 5% и потянул за собой весь рынок. Но хочу вам сказать, что на падении также можно зарабатывать, если заранее знать, на каком уровне открывать позиции. И в этом вам поможет наша подписка Coin22 Pro. Перед тем, как появилась новость, связанная с SEC, участники Pro заранее получили шорт-сделку по эфиру с точкой входа и уровнем фиксации, в результате чего заработали от 40% чистой прибыли, а также на днях была лонг-сделка по монете Optimism с профитом от 30%. И таким максимально простым образом зарабатывать может каждый из вас, даже если вы новичок, потому что перед началом торговли вы получите бесплатное пошаговое обучение и дальнейшее сопровождение на всех этапах торговли. Как вы можете заметить, рынок показывает хорошее движение, на котором можно зарабатывать, поэтому не упускай свою потенциальную прибыль, а переходи по ссылке в описании, присоединяйся к подписке Pro и уже сегодня заработай вместе с нами. Помимо криптосферы, мы также получили интересные экономические новости, ведь в среду на саммите центральных банков США, ЕС и Британии в Португалии глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центральный банк не закончил сдерживать инфляцию и может даже последовательно повышать процентные ставки на своих предстоящих заседаниях, и добавил, что он ожидает многократного повышения процентных ставок в будущем и, возможно, агрессивными темпами. Все мы помним вторую половину 2022 года, когда ФРС начала повышать ставки, и это негативный фактор для криптовалюты. Но спустя год рынок начал постепенно адаптироваться в условиях высоких процентных ставок. Но в ходе июньской встречи ФРС было принято решение увеличить ставку еще на 0,5% до конца 2023 года. А это значит, что нас еще ожидает как минимум 2 повышения в этом году. Это одновременно и хорошая, и плохая новость, ведь повышение негативно влияет на крипту. Но в то же время мы понимаем, что ставки больше, чем на 0,5% поднимать не будут, из-за чего рынки смогут показать рост. Сейчас высокая инфляция наблюдается не только в США, ведь на встрече в Португалии другие ЦБ заявили о необходимости повышать процентные ставки. Но в то же время не забываем, что высокие ставки создают давление на банки, и чрезвычайный фонд финансирования от ФРС уже достиг нового рекорда в 103 миллиарда долларов за неделю. А это значит, что ФРС все еще помогает банкам, несмотря на попытки успокоить инвесторов, что банковский кризис закончился. И мы хорошо помним, что может произойти с криптой, если какой-нибудь крупный банк столкнется с проблемами. Поэтому на данный момент ставки ФРС оказывают не такое негативное влияние, как это было год назад. Вообще, если посмотреть на динамику рынка за последнюю неделю, можно обратить внимание, что он очень хорошо вырос, а высокие проценты роста показали несколько интересных монет. И, конечно же, нельзя пройти мимо Bitcoin Cash, который буквально за неделю вырос на 200%. Но с чем это связано и продолжит ли он расти дальше? Причина такого роста связана с тем, что эта монета стала доступна на первой бирже США, которую поддерживают компании с капиталом до 4,5 триллионов долларов. Эта биржа называется ADX Markets. Она предназначена для крупных инвесторов, и Bitcoin Cash является четвертой монетой, которую можно купить на этой бирже. Вот поэтому внимание со стороны крупных инвесторов запампило цену Bitcoin Cash. Будет ли он расти дальше? Вполне возможно, ведь поддержка от крупнейших компаний мира – это очень хороший знак. Также лидером роста и еще одной монетой биржи ADX Markets является Litecoin. Он вырос на 50% за 2 недели, и это связано с тем, что хешрейт сети обновил свой исторический максимум, и показатель вырос почти в 2 раза. Помимо торговли на ADX Markets, на рост продолжает влиять халвинг, который произойдет примерно 4 августа. В преддверии халвинга только за 1 неделю с 10 по 17 июня количество новых адресов сети Litecoin увеличилось на 54%, превысив уровень в 300 тысяч. После халвинга размер вознаграждения за
добычу блока сокращается до 6,25 лайткоинов, а сейчас он находится на уровне 12,5, то есть идет сокращение в 2 раза. Исторически так сложилось, что перед халвингом цена всегда растет, как в случае с тем же биткоином, ведь на рынке создается дефицит и новые токены поступают на рынок не в таком количестве, как раньше. Есть большие шансы, что до августа лайткоин продолжит рост, а уже после, как это было раньше, все начнут фиксировать прибыль и цена скорректируется вниз. На эту тему мы можем снять отдельное видео, поэтому если желаете его увидеть, напишите в комментариях. Самые внимательные заметили, что в лидерах роста находится монета FTT, биржи FTX кудрявого Сэма, а выросла она на 200% из-за последних новостей о запуске FTX 2.0. Идея перезапустить биржу, конечно, хорошая, но мне кажется, в этом никакого смысла нет, так как вряд ли люди понесут туда свои деньги. А вот в случае с проектом Solana все совсем по-другому, потому что монета уверенно восстанавливается после удара от SEC и показывает 40% роста за 2 недели. Такой рост был связан с запуском специального сервиса для стейкинга, который называется Drift Protocol. Данный сервис выпустил специальную функцию Super Staking, которая увеличивает годовую доходность от стейкинга до 10%. Вот поэтому инвесторы начали активно покупать Solana и отправлять ее в стейкинг. И те, кто давно искали для себя вариант пассивного получения дохода на крипте, можете присмотреться в сторону стейкинга Solana. Множество других монет, таких как, например, XRP, также показали рост, ведь Ripple запустил свой собственный криптокошелек. Но те монеты, которые мы только что разобрали, являются бесспорными лидерами. Но если у вас есть другие монеты, которые хорошо выросли, напишите их названия в комментариях. Было бы интересно узнать. А на сегодня это были все последние важные события рынка. Больше свежих новостей вы, как всегда, сможете найти в нашем Telegram, так что не забывайте подписываться. Дополнительно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и увидимся с вами уже в следующем ролике. Всем желаю удачи, до скорых встреч!